Всем привет! Я сегодня хочу вам показать, как можно сделать такое интересное панно на кольце, либо с легкостью превратить его в кашпо, но тогда нужно отрезать не 4 отрезка, а 6. Но я использую 4 отрезка по 350 сантиметров, 3,5 метра. Надеваю их на колечко лицевым креплением и начнем с вами плести репсовые узлы. Я надеюсь, вы готовы к этому и хорошо с ними знакомы. Если не знакомы, рекомендую попробовать поплести их. На втором занятии курса оставлю ссылку под видео, как плетется репсовый узел, там в медленном варианте. А так вы также, если, может быть, не плели, то просто повторяйте, как я делаю за моим плетением. Репсовый узел — это мы берем одну ведущую нить, в данном случае у нас это как бы 4-я слева, и на нее мы наплетаем 3 последующие нити, каждую нить наплетая 2 раза. Мы наплетаем, и это у нас будут создаваться репсовые узелки. Далее мы каждый раз будем брать нить, которая у нас из центра идет, и поэтому у нас будет происходить скос. На видео, я думаю, будет все понятно видно. Вот видите, мы сейчас берем опять нить, якобы 4-ю слева, и от этого будет вот получаться такой вот скос влево, а потом мы наоборот как бы будем брать всегда 1-ю нить слева, и получится скос вправо. С 2 нитями, которые лежат справа, у нас сейчас не плетутся, будем производить все то же самое, но как бы зеркально. Я так думаю, что на видео это будет все понятно видно, и вы сами понимаете, как это все происходит. Если же нет, то просто повторяйте, и у вас все получится. Мы каждый раз будем проделывать с вами 5 вот таких вот линеечек. То есть посчитали, да, должно быть 5. Можно меньше, это уж на ваше усмотрение, у меня именно 5. Вот сейчас смотрите, как я кладу нить ведущую и как буду наплетать, собственно, в другую сторону делать скос, как я уже и говорила. Теперь мы будем брать всегда крайнюю, точнее, 1-ю слева нить и наплетать на нее последующие все по 2 раза таким же репсовым узлом.
Переходим к 2 нитям, которые у нас еще не сплетены, и повторяем все, но как бы в зеркальном таком отражении. Видите, берем нить и сначала будем делать скос в правую сторону, потом 5 линеечек создастся и пойдем на скос в левую сторону. Далее нам нужно будет их между собой соединить и проделать еще несколько таких вот ромбиков, да, я бы так сказала. Вот, и на ваше усмотрение это могут быть 2 ромбика, а далее вы переходите к кашпо. Если вы брали, например, 6 нитей и распределили так, что 3 с одной стороны, 3 с другой, либо же вы можете сделать, как я сделала 3 таких ромбика, и это получилось очень интересно. На самом деле это такой декоративный элемент, как бы это панно, но оно необычное. То есть не в стандартном понимании того, что панно — это там основа, палочка, на него куча там должно быть навешено. Нет, это просто вот такое вот минималистическое панно. Ну, мне такое прям очень что-то понравилось, я решила, что хочу. Надеюсь, вы разделите это со мной, либо это просто, знаете, можно использовать как для профилактики плетения репсового узла, либо чего-нибудь такого новенького и интересного. Ну вот у нас все ровно 5, 5, 5, 5, вот, и нужно соединить. Мы меняемся нитями. Видите, я сейчас такой захлёст кладу нити, и теперь у меня одна нить с правой стороны уходит в левую сторону, и на нее наматывается и репсовые узлы, она используется как ведущая нить, а нить, которая слева у нас крайне внутренняя, на нее также будут наматываться еще 3 нити с правой стороны.
И тут нет ничего сложного, также все узлы, крепление просто, мне кажется, такое стандартное, очень понятное, и надеюсь, вы справитесь. После первых рядов крепления, это у нас уже будет считаться как первый ряд, нам нужно сделать еще по 4, да, в разные стороны. Опять, как мы это делали в начале, то есть плюс 4 это будет 5 уже, да, в итоге, и нам нужно будет пойти в другую сторону, во внутреннюю, ну, то есть делать скос в другую сторону. И на этом все сложности заканчиваются. Как я уже сказала, можно проделать 3, 2 ромба, сколько вам потребуется, но на самом деле насколько хватит нити. Вот мне 3,5 метров достаточно было только на 3 ромба таких. Вот у меня шнур хлопковый 5 миллиметров, так что смотрите, сколько вы захотите, поэтому, может, нужно отрезать больше шнура, но из-за того, что шнур длинный, репсовые узлы от этого плетутся сложнее. Еще у меня такая незафиксированная поверхность, она все время у меня убегала, но надеюсь, что на видео это не так сильно видно, и все, в общем-то, понятно. Ну что, вот такое вот чудо у меня готово. И последний штрих — это сделать крепление просто вот одним репсовым узелком. Можно не проходить целую линеечку, а просто скрепить в любую из сторон, ну то есть влево или вправо, это не так важно. Отрезать нужной вам длины, может быть, оставить длинные. Я вот выбрала такую среднюю длину. Отрезать, и все, можно повешать куда-либо, наслаждаться, просто посмотреть, как это выглядит. Не знаю, почему-то мне очень привлекло такое плетение и захотелось очень сильно попробовать. Я буду очень рада подписке на канал. Всего доброго, пока.